Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Конец лета, но я все-таки решила поделиться с вами рецептом вкусных, хрустящих малосольных огурчиков, которые очень любят в моей семье. Огурцы у меня со своей грядки. Сначала готовлю рассол. Здесь 1,5 литра горячей воды. Вода недавно закипела. Добавляю 1 чайную ложку сахара и 2 столовые ложки соли без горки. Перемешиваю до растворения. Пока отставляю рассол в сторону. Готовить малосольные огурцы буду в эмалированной кастрюле. Можно использовать любую подходящую емкость, включая стеклянную банку. Мне в кастрюле это делать удобнее. На дно укладываю листья хрена. Я измельчила 3 листа. Укладывать все буду слоями. Сверху кладу укроп. Свежих зонтиков укропа у меня уже нет, поэтому добавляю немного сухих. Кому интересно, вес моих свежих веточек укропа 80 грамм. Количество всех специй в рецепте по вкусу. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Я в огурцы добавляю 7 листиков черной смородины. 3 листика кладу на дно кастрюли. Кладу 3 листика вишни. Всего в огурцы добавляю 7 листиков вишни. Кладу 2 лавровых листа и укладываю огурцы. Огурцов у меня 1 килограмм 600 грамм. Огурцы переросли, начали желтеть, но их все равно нужно перерабатывать. На дно кастрюли кладу более крупные огурцы. Огурцы я предварительно помыла и обрезала кончики с 2 сторон, чтобы они быстрее просолились. Если у вас огурцы маленького размера, то кончики можно не обрезать. Укладываю огурчики плотно. Можно чеснок и перец положить как на дно кастрюли, так и сверху на огурцы слоями. Но я остальные специи кладу в самом конце. Поэтому снова укладываю хрен, укроп, листья черной смородины, вишни и 2 лавровых листа. Сверху плотно укладываю огурцы. Кладу 2 горошины душистого перца. Режу на кусочки чеснок. У меня 4 зубчика. Здесь пол чайной ложки горошин черного перца и 3/4 столовой ложки зерен горчицы. Зерна горчицы не только придадут вкус огурцам, но и не позволят образоваться плесневым грибам. Сверху покрываю огурцы оставшимися листиками хрена и веточками петрушки. Заливаю все рассолом. Рассол должен полностью покрыть огурцы. Чтобы огурцы не всплывали, сверху кладу тарелку и оставляю огурцы при комнатной температуре на 24 часа. Затем кастрюлю с огурцами убираю в холодильник. Если у вас огурчики маленького размера, то их можно есть уже на следующий день. У меня огурцы крупные, поэтому нужно дать им просолиться хотя бы сутки в холодильнике. Прошло 2 суток с момента засолки. Сутки огурцы стояли при комнатной температуре и сутки в холодильнике. Посмотрим, как выглядят мои огурцы. Верхние листья хрена и укроп можно выбросить, чтобы удобнее было доставать огурцы. При желании можно переложить огурцы в банку и залить рассолом. Я оставляю огурцы в кастрюле.
Нарежу огурец на кусочки. Посмотрим, как он просолился. Огурец поменял цвет и вкусно пахнет. Вот такие вкусные и хрустящие огурцы у меня получились. Список продуктов, которые я использовала для приготовления этих малосольных огурчиков, вы сейчас видите на экране. В моей семье очень любят эти малосольные огурцы. Моим мужчинам особенно нравится вкус трехдневных огурчиков. За 3 дня огурчики успевают достаточно просолиться и вобрать в себя вкус и запах специй. Хранить малосольные огурцы нужно в холодильнике, и чем дольше огурцы будут стоять, тем солонее они становятся. Конечно, в интернете много рецептов малосольных огурцов, но если вы приготовите огурцы по этому рецепту, то их вкус вам, так же как и моим домашним, понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пришел мой главный дегустатор. Чудовище унесла свою добычу, чтобы ни с кем не делиться. Бегать за ней по дому с камерой я не буду, так что позже запишу звук, как она вкусно хрустит огурцом. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!